Уфимская железнодорожная катастрофа. 4 июня 1989 года в Башкирии взрыв газа уничтожил 2 пассажирских поезда. 575 человек погибли, сотни ранены. Это самая смертоносная железнодорожная катастрофа в истории СССР. В ночь на 4 июня 1989 года рядом с поселком Улу-Теляк в Иглинском районе Башкирской АССР на линии Куйбышевской железной дороги произошло ужасное. Под путями проходил газопровод с утечкой пропана-бутана. Из-за повреждений газ накапливался в низине, образуя невидимое облако. В 0 часов 15 минут утра 2 пассажирских поезда, номер 211 Новосибирск-Адлер и номер 212 Адлер-Новосибирск, ехали навстречу друг другу. Когда они встретились в зоне скопившегося газа, искры от колес или контактной сети вызвали взрыв, эквивалентной по мощности сотням тонн тротила. 37 вагонов были уничтожены, огонь охватил сотни людей. Официальные данные – 575 погибших и более 800 раненых, среди них много детей. Специалисты отмечали, что за несколько часов до трагедии рабочие заметили падение давления в газопроводе, но не расследовали утечку, а повысили давление, усилив утечку. Эта катастрофа не просто авария, а урок о том, как пренебрежение безопасностью может стоить сотен человеческих жизней. Северо-Курильское цунами. 5 ноября 1952 года в 4 часа 58 минут утра Земля содрогнулась, вызвав одну из самых сильных цунами в истории человечества. Такого никто не ожидал. Это произошло в северной части Курильских островов, в тогдашнем СССР. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане у Камчатки, сила 9,0, глубина около 21 километра. Огромные подводные толчки подняли и сместили массу океанской воды. Через минуты волны до 18 метров высотой обрушились на город Северо-Курильск, портовую гавань и поселки на берегу Охотского моря. За считанные секунды вода сносила дома, плавала в улицах, тащила суда и людей в открытое море. Исторические источники фиксируют, что погибли тысячи людей, оценки варьируются от 2300 до 14 тысяч человек. Цунами разрушило инфраструктуру, смыло военные части, жилые кварталы, оставив после себя опустошенные береговые линии. Сегодня Северо-Курильск стоит выше уровня моря, город перестроен на возвышенности, чтобы никогда больше цунами не могла уничтожить его так, как в 1952 году. Урок истории. Технологии – мощное достижение, но без безопасности они могут стать трагедией. Гибель атомной подлодки «Курск». 12 августа 2000 года одна из самых мощных атомных подлодок России, «Курск», внезапно исчезает в Баренцевом море. На борту 118 человек экипажа. Подлодка участвовала в крупных учениях военно-морского флота России. В 11 часов 28 минут по московскому времени гидроакустические станции фиксируют мощный взрыв. Через 2 минуты 15 секунд происходит второй. Он был настолько сильным, что его зарегистрировали сейсмостанции в Норвегии. Позже расследование установит, в торпедном отсеке произошла утечка перекиси водорода в торпеде 76А. Начался пожар. Первый взрыв подорвал боезапас, затем детонировали несколько торпед. Удар был эквивалентен примерно 3-7 тоннам тротила. Подлодка легла на дно на глубине около 108 метров. Но трагедия на этом не закончилась. В кормовом 9-м отсеке 23 моряка выжили. Старший лейтенант Дмитрий Колесников написал записку. Он отметил время – 15 часов 15 минут. И написал: «Здесь 23 человека, шансов почти нет». Спасательная операция длилась несколько дней, но доступ к отсеку был получен слишком поздно. Все 118 моряков погибли. Катастрофа Курска стала одной из самых трагических в истории современного русского флота и напоминанием о том, что даже самые мощные машины бессильны перед одной цепочкой технических ошибок. Теракт на Дубровке. 23 октября 2002 года вооруженные боевики захватили театр на Дубровке в Москве, взяв в заложники более 900 человек во время мюзикла «Норд-Ост».
Вечером 23 октября около 21 часа 5 минут примерно 50 вооруженных чеченских боевиков ворвались в театральный центр на Дубровке. Они остановили спектакль «Норд-Ост», популярный музыкальный спектакль о жизни советских летчиков. Зал был переполнен, зрители, актеры, артисты, всего около 912 заложников. Лидером группы был Мавсар Бараев. Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. Переговоры длились 3 дня, но ни требования не утребовали, ни угрозы не были выполнены. Ранним утром 26 октября 2002 года российские спецслужбы решили штурмовать театр. В вентиляцию зала ввели анестезирующий газ, основанный на производных фентанила, чтобы обездвижить террористов. Операция завершилась штурмом, большинство террористов были нейтрализованы. В результате трагедии погибло около 130 заложников, многие из-за воздействия газа, и более 700 пострадали. Сегодня память о жертвах чтут в Москве, вспоминая, как один вечер в театре превратился в одну из самых тяжелых страниц современной российской истории. Катастрофа на Байконуре. 24 октября 1960 года на космодроме Байконур произошло взрывное событие, которое стало одной из самых страшных техногенных катастроф в истории ракетостроения. Это случилось за 15 минут до планируемого запуска новейшей межконтинентальной ракеты Р-16. Военные готовили испытания прототипа баллистической ракеты, разработанной Михаилом Янгелем. Возглавлял проект главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин, командующий ракетными войсками стратегического назначения СССР. Из-за нарушений техники безопасности на пусковой установке произошел несанкционированный запуск второй ступени. Двигатель взорвался, баки первой ступени разрушились, и ракета вспыхнула огнем. Свыше 70 человек, инженеры, техники, военные, погибли мгновенно. Согласно более поздним оценкам, число жертв могло достигать до 150 человек. Смерть маршала Неделина была засекречена, официально сообщали о катастрофе самолета. Информацию о катастрофе открыли только в 1980-х годах, а детальные воспоминания стали доступны после распада СССР. Катастрофа на Байконуре – не просто взрыв ракеты, это история о давлении сверхсрочных сроков, секретности и о том, как торопливость может стоить сотен человеческих жизней. Урок истории – технологии – мощное достижение, но без безопасности они могут стать трагедией. Теракт в Беслане. 1 сентября 2004 года в Северной Осетии сотни детей и их родителей оказались пленниками террористов в школе номер 1. Это стало одним из самых кровавых терактов 21 века. 9:00 утра. Торжественная линейка на День знаний. Примерно в 9:30 вооруженная группа из 32 человек ворвалась в школу и захватила в заложники более 1100 человек, учеников, родителей и учителей. Террористы заставили всех оставаться в спортзале, где разместили взрывчатку и минировали здание. На протяжении 3 дней заложников держали без воды, еды и медикаментов, угрозами и насилием поддерживая страх. На второй день часть женщин и малышей была освобождена после переговоров с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым. 3 сентября спецназ начал штурм. Внутри произошли взрывы, начался пожар и ожесточенная стрельба. Когда пламя стихло, трагедия унесла жизни 334 человек, из них 186 детей. Беслан стал символом предела жестокости. Террористическая акция ради политических целей обернулась масштабной потерей невинных жизней. Урок, который мир до сих пор не забыл. Спитакское землетрясение. 7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени за 30 секунд было разрушено 40% территории Армянской СССР и погибло более 25 тысяч человек. 7 декабря 1988 года мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов обрушилось на северную часть Армянской СССР с эпицентром рядом с городом Спитак. Сильнейшие толчки длились около полуминуты,
и достигали 9-10 баллов по шкале интенсивности МСК-64. Спитак был практически уничтожен, а соседние Ленинакан, ныне Гюмри, Кировакан, ныне Ванадзор и Степанован оказались в руинах. Землетрясение охватило районы, где проживал около 1 миллиона человек. В результате свыше 27 тысяч погибших, тысячи тяжело ранены, сотни тысяч остались без крова. Разрушены были 21 город и сотни сел, а значительная часть промышленности республики оказалась выведена из строя. Сильнейшая зимняя стихия и разрушенные больницы затруднили спасение пострадавших. Это бедствие стало одним из самых разрушительных в истории СССР и впервые ли привело к тому, что советское руководство официально приняло международную гуманитарную помощь. Память о жертвах живет в каждом декабре, как урок хрупкости и силы человеческой солидарности. Чернобыльская катастрофа. 26 апреля 1986 года мир остановился. Реактор номер 4 Чернобыльской АЭС взорвался, выбросив радиоактивность в десятки стран. Тысячи людей были прямо в зоне смертельной опасности. Чернобыльская АЭС находилась на расстоянии 18 километров от города Припять, Украина. В ночь аварии инженеры проводили тест на безопасность реактора РБМК-100. В 1:23 ночи произошел взрыв, разрушивший крышу реактора и выбросивший радиоактивные вещества. Пожарные, не зная о радиации, шли на вызов. Многие получили смертельные дозы радиации. Ликвидаторами стали более 600 тысяч человек. Солдаты, пожарные, инженеры. Они строили саркофаг и вывозили радиоактивные материалы. Через несколько дней было эвакуировано 49 тысяч жителей Припяти, позже еще 68 тысяч из соседних зон. Радиация распространилась по всей Европе, зафиксированы следы даже в Швеции и Великобритании. Смертельные последствия для людей и природы были долгими. Сотни случаев острой лучевой болезни, миллионы зараженных территорий, леса и реки оставались мертвыми десятилетиями. Чернобыль показал цену человеческой ошибки и опасность скрытой радиации. Сегодня реактор покрыт новым безопасным саркофагом, а вокруг зоны отчуждения развернулась уникальная экосистема. Ирония трагедии. Природа выжила там, где человек ушел. Авария Саяно-Шушенской ГЭС. 17 августа 2009 года крупнейшая гидроэлектростанция России взорвалась изнутри. 75 человек погибли мгновенно, сотни остались без работы и света. Саяно-Шушенская ГЭС, построенная в 1978-1985 годах, была крупнейшей гидроэлектростанцией России. Турбина номер 2 вышла из строя из-за вибрации и усталости металла. Давление воды сорвало крышку турбины, и потоки воды разрушили машинный зал. Руководитель станции Валерий Белоусов пытался остановить турбину, но было слишком поздно. 75 человек погибли, более 50 получили травмы. Вода хлынула в машинный зал, повредив оборудование и разрушив часть плотины. Расследование выявило, что авария произошла из-за сочетания конструктивных дефектов, усталости материалов и нарушений правил эксплуатации. Ремонт станции занял более 7 лет, и мощность ГЭС была полностью восстановлена только к 2017 году.